Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра! Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук просто сидит и отзеркаливает Тэхёна. Когда мы влюблены, то подражаем мимике человека, его манерам, фишкам. Так вот, Чонгук – наглядный пример того, как мы выглядим со стороны, когда наблюдаем за крашем. Девятое место. Обожаю этот момент, когда во время речи Тэхёна слышен шум из зала, и взгляд Чонгука просто «Тихо, мой король говорит». Восьмое место. Совпадение или нет? Сколько было споров, та курточка или не та, может и не та, но совсем не в стиле Чонгука. Чонгук и его «Я совсем не спалился». Еще одна Делулу-теория. Следопыты пытаются разгадать интересные надписи в фотобуке Тэхёна и подписи на кадрах к нему. Если посмотреть на букву «К» в имени Ким Тэхён, то сможем разглядеть в ней две буквы, написанные курсивом – J и K. Помните теорию о знаке Тэйкук, где тоже можно увидеть J и V, не иначе, как очередные намеки от нашей парочки. Все у них под контролем друг друга. Седьмое место. Когда двое влюблены, а остальные пятеро смотрят. Шестое место. Поведение пары. Тэхён, ты учишь Чонгука воздушным поцелуем. Этот взгляд и улыбка, выражающие гордость за любимого, никогда не меняются. Глаза никогда не лгут. Реакция Тэхёна говорит лучше слов. Ай, эти переглядки.
Душа покинула тело, наглядно, на примере Чон Чангука при помощи Тэхёна. И совсем не важно, что у Тэхёна на груди точно такой же. Люблю эту способность Чангука – замечать даже крошечные пылинки и всякие штучки на Тэхёне. 아미분들 너무 속상해하지는 마시고 저희도 아미 Пятое место. Неизвестно, кого из них от этого жеста растаскивает больше. Четвертое место. Забота. Тэхён просто существует. Миссия Чангука. Его надо накормить. Чангук был так обеспокоен и все время разговаривал с Тэхёном, спрашивал его самочувствие. Тэхён сказал: «У меня болит живот». Чангук ответил: «Кукурузный суп поможет успокоить животик. Скоро вот так все упадет». Суп вкусный, правда? Третье место. Новости. Compose Coffee готовит судебный иск против кофейни в Лондоне, который полностью скопировал известный бренд, лицом которого является Тэхён. 27 июня BizWatch сообщил, что аналогичная франшиза Compose Coffee появилась в Лондоне, привлекая внимание пользователей сети. Согласно сообщениям, было подтверждено, что заведение в Лондоне, известный как Compose Coffee London, был скопирован. От логотипа и интерьера кофейни до меню, как сообщается, было обнаружено большое сходство между ними. Сообщается, что кофейня в Лондоне украла торговую марку оригинальной южнокорейской франшизы, чтобы вести свой бизнес за рубежом, чтобы якобы привлечь поклонников BTS. Тэхён, также известный как Ким Тэхён, был объявлен лицом Compose Coffee в прошлом году. Чиновник из штаб-квартиры Compose Coffee в Южной Корее опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что они недавно узнали о лондонской кофейне. Выглядит как ожившая мечта. Актриса Джин Джу использовала песню «Christmas Tree by Тэхёна» в качестве фоновой музыки в одной из своих историй в Instagram. Позже Пак Са Джун, лучший друг Тэхёна из Вуга, сделал репост в свою сторис, также использовав «Christmas Tree». Ошибся один раз, подарил развлечение своему парню на всю жизнь. 기다려, 기다려. 기다려 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 기다려, 기다려. Ким Янтон, первая собачка, преодолевшая 530 миллионов просмотров на TikTok, первый, представленный в журнале Rolling Stone, первый, у которого больше всего просмотров на фанкаме, превзойдя айдолов, первый, дебютировавший на сцене, самый популярный в Instagram.
Движение такое, отточенное до автоматизма. Эти образы Чангука и Тэхёна вот прям в сердце. Маленький фанбой. Такие счастливые у него глаза. Теперь количество прослушиваний всех песен Golden превысило 80 миллионов. Когда двое одно целое. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. СМИ пишет, Джин, участник группы BTS, станет факелоносцем летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Джин скоро отправится во Францию, чтобы принять участие в эстафете огня. Точная дата и локация события пока неизвестны. Представитель Hype в телефонном режиме прокомментировал слухи. Любая информация, касающаяся Олимпийских игр, должна быть объявлена после консультации с Международным Олимпийским комитетом. В скором времени мы подведем итоги и сделаем объявление о нашей позиции относительно эстафеты огня. В эстафете Олимпийского огня примут участие около 11 тысяч бегунов и факелоносцев, а пламя обойдет крупные города Франции и зажжется на церемонии открытия Парижской Олимпиады 27 июля. Зачем обходить диван, когда можно просто сделать так? But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Они так счастливы вместе. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. Волшебный и так близко. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. Фанатка видела Джина в аэропорту Чеджу. Я увидел Джина в аэропорту Чеджу. Он казался тем же обычным человеком, как и мы все, за исключением нескольких деталей. Я была удивлена, что размер его головы равен размеру ногтя моего большого пальца. Его плечи были такими широкими, а ноги такими длинными. Интересная деталь. На спине Джина красуется рюкзак Gucci из мужской коллекции «Осень-зима 2024» и брелок, на котором висел RJ. А все мы помним подарки от этого бренда в день, когда Джин вернулся из армии. У нас новый амбассадор нарисовался. Реакция Чангука, когда он во время эфира нашел на ютубе моменты из своего эфира, который шел в это же время.
뭐야? 방금 라이브 한 게 지금 유튜브에 올라와 있어. Golden Чангука достигла 101-го места в чарте альбомов iTunes. Новое фото с Джином от шеф-повара Ли Янбока. Он опубликовал его в Instagram и подписал: «Джин, наша первая встреча после увольнения из армии. Очень красивый, вежливый и веселый. С тобой всегда интересно. Похоже, после выписки у тебя много дел, так что береги свое здоровье». Люблю, когда он в чистом черном, люблю его движение, люблю его мимику. Это вторая песня Golden, третья песня в профиле Чангука, достигшая этого рубежа. Поздравляем Тэхёна! Как Чангук и Тэхён на концерт Юнги ходили. Это было громко, ярко и легендарно. Прошел год. Суд США отклонил заявку Hype на судебное разбирательство против пользователя Twitter, порочащего BTS, и Ли Серафим. Попытка Hype раскрыть личность пользователя Twitter, который предположительно распространял вредоносные слухи об их артистах, натолкнулась на юридическое препятствие в Соединенных Штатах. Окружной суд Северного округа Калифорнии недавно отклонил просьбу Hype о раскрытии личной информации о пользователе Венерчиве. Проблема возникла после того, как Бламерчиве якобы распространил ложные заявления на Твиттер, например, связав Ли Серафим с расформированием КФРЕНД и предположив, что дебютная площадка BTS LG Art Hall связана с Downworld. В ответ Hype подала жалобу о клевете в полицейский участок Йенсен в Сеуле. Однако идентификация человека, стоящего за аккаунтом, оказалась сложной задачей, поскольку штаб-квартира Twitter находится в США. Чтобы преодолеть это препятствие, Hype стремилась использовать процесс раскрытия информации в правовой системе США, который позволяет обмениваться доказательствами и документами до суда. Этот процесс также может заставить третьи стороны предоставить соответствующую информацию, но в конечном итоге решение остается за судьей. В случае Hype судья Винс Чебриа признал, что запрос Hype соответствовал необходимым требованиям, но все же решил не одобрять раскрытие. Судья выразил обеспокоенность по поводу злоупотребления частными лицами правовой системы США для получения личной информации и подчеркнул, что уголовные расследования должны проводиться правоохранительными органами. Суд отметил, что не было никаких доказательств того, что корейская полиция предприняла какие-либо действия в отношении жалобы Hype. Судья Чебря добавил, что если корейские власти потребуют раскрытия информации, процесс может продолжиться в соответствии с договором между США и Кореей.
Хотя запрос «Хайп» был отклонен, другие развлекательные компании, такие как Starship Entertainment и Эдор, успешно использовали аналогичные методы для получения информации о вредоносных YouTube-блогерах. Starship в настоящее время ведет судебное разбирательство против Science, а Эдор еще не подала иск против Middle 7. Где Чангук и Тэхён как магнитики на протяжении многих лет, когда они были в Японии. Сестра Намджуна, Ким Гёнмин, сегодня открыла кафе в Сандоне, Сеул. При открытии посетители заметили поздравительные цветочные горшки от Намджуна с надписью «Младшенькая». «Желаю хорошо стартануть». И от отца Чимина с пожеланиями успешной работы. Поздравляем юную предпринимательницу. Как же он наслаждается голосом любимого. Дайана Росс – одна из самых легендарных артистов в истории музыки, наставник Майкла Джексона. Еще в феврале этого года добавила клип на песню Чангука «Standing Next to You» в раздел «Мои любимые» на своем официальном сайте. В описании к клипу она написала: «Мне действительно нравятся его песни и видеоклипы. Чангук отрабатывает все движения. Я просто думаю, что он великолепен. Танцоры мне тоже нравятся. Все танцоры фантастические». Спорим, что они делают это каждый день, потому что это выглядит чересчур естественно. Тэхён в фотосессии BTS Season's Greetings 2019. Отличного бодрого дня! Чангук занимает первое место в рэнке РД Латинской Америки с Never Let Go. Улыбка Чангука во время части исполнения хореографии For Youth, которую придумал Тэхён.
some kind of butterfly. Baby, you Клип BTS For You превысил 100 миллионов просмотров. BTS достигли значимой отметки на YouTube с очередным музыкальным видео. Официальный клип на их японскую песню For You превысил 100 миллионов просмотров на платформе. Группа впервые выпустила музыкальное видео на трек For You 5 июня 2015 года. Таким образом, для достижения этого результата ему потребовалось около 9 лет и 25 дней. Чангук и Тэхён в 2015 году. Олимпийский огонь – символ преемственности между древними и современными играми. По данным сайта Olympic, его зажигают на церемонии в Олимпии в Греции перед каждыми играми, начиная с 1936 года, когда впервые началась эстафета Олимпийского огня. Эстафета вдохновлена факельными гонками Древней Греции и проходит каждый раз, когда огонь несут в страну организатора очередных Олимпийских игр. Знаменитости и члены королевской семьи принимали участие в эстафете на протяжении десятилетий. Чангук – зеркальце Тэхёна. В Бразилии Тэхён считается мировой поп-иконой. Ренан Пейшота, известный бразильский журналист, сказал: «Тэхён – икона восточной культуры, которая вышла за рамки стандарта, согласно которому красивые мужчины должны быть мачо с Запада, и представил новое направление». Пейшота также подчеркнул способности Тэхёна как композитора, сказав: «Тэхёна запомнит, как Пола Маккартни, бывшего участника Битлз, который мог в мгновение ока создавать красивые мелодии». Сама по себе песня и хореография Dimple уже делают плохо, а тут еще и Тэхён, провоцируемый Чангуком, добавляет своей ухмылочкой. Весь мир Чангука в Тэхёне. Второе место. Это так интимно. Тэхён по праву владеет этими бедрами и талией. Это никогда не перестанет быть смешным. Найдите парочку. Главное прикоснуться.
Первое место. Все еще думаю об эмоциональных тейкук во время выступления Halsey с Without Me. Чангук, умоляю, ты так очевиден. Все радары Чангука на него. В твоих руках удобнее всего. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.